мы берем машинку с насадкой 6 миллиметров. 3 миллиметра не старайтесь брать, если даже вам говорит клиент, подстригите меня максимально вот этой стрижки. Вот машинка, вот ее ширина машинки, видите, вот это. Примерно до вот этого состояния вы должны будете сейчас подстричь ему вот эту зону, вот этой высоты. Видите? Подняться сюда, на вот здесь. Понятно? У любого человека, особенно касаемо боксов, полубоксов, это примерно будет одно и то же. Потому что многие говорят, вот я сейчас заведу сюда машинку, а до какого? Я могу и до сюда, конечно, довести. Конечно, можете, но вообще по правилам это вот. Понятно? Вот вы определили для себя теперь, как у вас будет работать сейчас рука. И вот так на себя. Понятно? Не до самого куда-нибудь там конца, а именно на себя, до вот этого уровня. Поддели, ведете на себя. Понятно? Сейчас показываю. Ведем. Смотрите, видите, я на себя и выбрасываю. Раз, на себя, не резко. Видите, какая у меня скорость? Не очень высокая. Вот, на себя. Потом убираем ухо. Точно так же. Не спеша. На себя выбрасываем. Понятно? То же самое можно делать при помощи расчески. Вот так это делают. Если вы вот так сейчас расческой поможете вот так, то у вас будет четкий срез здесь. Нам этого сейчас не нужно. Поэтому вот чтобы сделать из-под длины, это называется, вот достаем машинку из-под длины. Поехали, не спешим, тихо, не спешим, на себя и убрали. Опять на себя, ждем пока отстрижет, на себя. Плавный переход от вот этой части и от вот этой части. Это называется нижняя затылочная зона, зона окантовки, плавный переход, и зона, которая разделяет верхнюю затылочную зону от нижней. Вот это тоже плавный переход. Здесь мы, если мы здесь шестеркой стригли, здесь как мы можем? Тройкой, а здесь? Нет. Девятка, следующая девятка идет. То есть 3, 6, 9. А потом вам проще будет вручную. Понятно? Так, одеваем насадку, которая называется 9 миллиметров, которая идет следующая после 6. И что мы делаем? То же самое. Поехали. До макушки? Не до макушки. Вот до вот этой части. Тоже, видите, какие зоны мы выбираем. Все можете плавать пока, но для себя определитесь. Видите, раз ширина, два ширина. На машинку. Это всегда очень удобно, стандартно, особенно первое время, когда студенты еще не очень ориентируются по вот этой. Я просто вам сейчас покажу, какая будет разница. То же самое, заводим машинку под длину на себя. Раз. Под длину на себя. Выбросили. Да. Вам просто проще будет с этим. Под длину на себя. Под длину на себя. Поехали. То же самое здесь. То есть вот примерно до вот этого уровня.
который создается в мужских стрижках примером вот на данной стрижке методом смены насадок. Вот здесь мы тройку сейчас будем использовать, вообще пойдет на нет волос. Затем шестерка, это средняя длина, и пошло на удлинение девятка, которая мягко передает нам вот эту длину, от которой вот здесь мы уже будем работать ножницами. Понятно? Вот этой троечкой как мы работаем. Вот она у нас где-то сантиметр. Вот снизу, видите? Вот такие движения. Не высоко. Где-то на сантиметр, и все на себя. Раз. Да. Вы таким образом создаете этот плавный. Поехали. Растет. То есть не вот так здесь, а вот так. Потому что вы тогда сможете подстричь более четко и более правильно. Если будете просто вот так стричь, вы просто не заберете определенную массу. Приступаем к окантовке, которая делается без насадки. Кладем насадку на стол. Да. То есть все то же самое. Опускаем голову. Значит, всегда начинайте с затылочной зоны. Посередине ставите просто вот так вот полоской как бы. Поставили и опустили ее вниз. Видите полоску? Не бойтесь, клиент, что такое? Холодная, да? Нет. Видите, вроде как и ничего не делаю, а если я не спешу, оно успевает простригать. То же самое вот здесь поставили, опустили вниз. С этой стороны поставили, опустили вниз. Теперь, так как мы стрижем по направлению волос, правильно? Сейчас мы по волос вниз, и мы также вниз стрижем. Мы для себя вот этот рисунок сейчас определили, то есть вот саму окантовку. А теперь в противоположном направлении, снизу вверх, но не доходим уже до вот этой самой окантовки. Понятно? Снизу вверх, не доходя до окантовки. Смотрите, видите, у вас направление волос как? Своя естественная окантовка. Вы примерно то же самое должны изобразить машинкой. Да. Ставите, не бойтесь, раз поставили и вниз потихонечку повели. А создаются вот эти вот треугольнички, вы их скругляете вот таким образом. Раз, два, три. Теперь боковая часть. Височная зона. Виски бывают прямыми и косыми. Прямой висок — это если будет у нас вот такая линия среза, а косой — это вот такая линия среза. Сейчас мы косой, поэтому мы стрижем, ставим. Видите направление своей? Вот оно идет. То есть мы ничего не изобретаем, мы просто делаем эти вещи более четкими. Вот эти вот с этой стороны чуть-чуть делаем окантовочку. Вот, раз поставили, вот оно у нас получается, и все равно нету. Теперь ухо опустите. Теперь мы должны, смотрите, что над ухом. Видите, какая широкая машинка? Вы не можете вот так ее поставить. Уголком, который направлен к клиенту. Вот так ставите машинку и поехали потихонечку. Видите, вырисовывается вот эта линия. Будьте здоровы. Все ровно.